Друзья, приветствую вас, это утренний обзор. Давайте рассмотрим основные события, что произошло, что ожидается на открытии российской площадки, какие движения предполагаются в рубле, долларе, евро, нефти и основных ключевых активах. Так, в Соединенных Штатах кипят страсти по поводу выборов. Верховный судья утвержден республиканец, демократов это не устраивает, они опасаются, что это может сказаться на результатах выборов и на возможности изъявления воли народа. Вот. Но ситуация, конечно, спорная. С другой стороны, когда по всем фронтам дают большинство демократам, наверное, с моей точки зрения, было бы логично, чтобы это как-то уравновешивалось определенной силой республиканцев. Учитывая открытость и либерализм американского общества, я думаю, что даже судья-республиканец, если большинство населения будет против республиканцев и Трампа, не сможет переломить ход выборов. Так, коронавирусные дела, в общем мировом масштабе идет снижение. Эти несколько дней пошел небольшой спад, но этот спад пошел за счет Индии и за счет азиатских стран. В России, в Америке и Европе ситуация весьма печальная. В Соединенных Штатах пробит максимум, который был в марте. У нас он пробит уже давно, уже даже на 50% роста, почти по Фибоначчи. И Франция, Великобритания тоже от ужаса задыхаются. Здесь надо четко понимать, что введение, не введение локдауна, оно, скажем так, не исправляет и не решает проблем. Потому что если даже локдаун не вводится, все равно такой рост — это очень большой удар по экономике. И мы видим последствия. Вчера рынки проседали, и, соответственно, прогноз по нефти и цены на нефть тоже падают. Так, еще вчера турецкая лира в очередной раз обвалилась и достигла исторических минимумов. Но здесь ситуация, она вполне прогнозируемая была, потому что Турция, она очень сильно завязана на туризме. Соответственно, ковидные все эти дела, первая, вторая волна, они подрезали туристическую область. Экономика Турции чувствует себя не очень хорошо в связи с этим. И как следствие этого девальвация национальной валюты. Но здесь надо четко понимать, что девальвация валюты — это всегда решение проблем экономических за счет населения в любой стране. И власти Турции пошли по такому пути. Там можно обсуждать, каким образом это все устроено, что там достаточно сильное административное давление на турецкий Центробанк со стороны властей. Но тем не менее там текущая ситуация, она достаточно напряженная. И пока не пройдет эта вся ковидная история, Турция, которая во многом ориентирована на туристическую отрасль, она будет находиться под сильным давлением. Но не только Турция пытается решить часть экономических вопросов ослаблением своей национальной валюты. Американские финансовые институты, в частности хедж-фонд BlackRock, делает ставку на то, что и доллар будет ослабляться к другим мировым валютам. Так, BlackRock шортит доллар, то есть у них и у других финансовых крупных институтов, Morgan Stanley и так далее, Goldman Sachs. Morgan Stanley здесь нету, но про Morgan Stanley материал в другом издании был. Хорошо, насчет Morgan Stanley под вопросом, но Goldman Sachs и BlackRock делают ставку против доллара. Почему они так делают? Они считают, что печатание денег приведет к ослаблению доллара, и в любом случае для более быстрого восстановления экономики желательно иметь конкурентное преимущество. Конкурентное преимущество нередко достигается за счет того, что валюта стоит дешевле, чем валюта других стран. И поэтому они делают ставку на то, что в течение 1-3 лет, соответственно, доллар будет ослабляться по отношению к другим валютам, и поэтому они считают, что доллар надо сыграть против доллара. Но я думаю, что все-таки это достаточно рискованная игра, по той простой причине, что доллар — это мировое платежное средство сейчас.
Вот, это раз. И во-вторых, как бы, ну, у других стран тоже есть печатные станки, они тоже могут их рубить. И здесь уже начнется просто гонка на девальвационная гонка, кто больше напечатает и у кого валюта будет слабее, чем у других. Поэтому, ну, может быть, на каком-то небольшом интервале, да, временном, месяц, два, три, но насчет 1-3 лет я что-то сомневаюсь. Потому что та же еврозона и Китай, они прекрасно и сами могут ослаблять свои валюты и такие же вещи проводить. Вот, поэтому, ну, посмотрим, насколько их ставка сработает на интервале 1-3 года по поводу ослабления доллара. Мне кажется, здесь игра будет происходить в более коротком временном диапазоне. Так, ну что еще примечательно, с 24 октября начинается неделя черных дней недели. Черный четверг, черный понедельник, черный вторник, потому что 91 год назад произошел крах 1929 года. Конечно, дата не круглая, но повод для того, чтобы задуматься. Ну вот, по этому поводу Zero Hedge перебирает исследования одного финансиста, которое было в 30 году опубликовано, анализ причин и последствий краха 1929 года. Ну, здесь два как бы ключевых вывода можно из этого сделать. Первый ключевой вывод заключается в том, что произошел слом экономики, который заключался в том, что получила большое распространение телефония, и многие рабочие места освободились из-за этого. То есть много людей оказалось невостребованным. Это раз. И второй момент, модели оценки доходности, так называемые P на E, они себя не оправдали, опять же из-за того, что пошло изменение экономики. То есть если рассматривать причину кризиса 1929 года, здесь же опять получается наложение факторов. С одной стороны, это кардинальное изменение в экономике, слом, изменение технологического уклада. Ну, то, что мы имеем и сейчас на текущий момент времени. По поводу того, то есть как это разразилось и что происходит сейчас. Тогда типа не печатали деньги, сейчас деньги печатают. Но смотрите, какой есть нюанс, на который, ну, скажем так, когда начинают говорить по поводу денежной массы, ее избыточности или недостаточности, упускают один момент из вида, что Америка, она была бенефициаром Первой мировой войны. То есть она получила репарации, хотя она особо не участвовала, она там под завязку уже залезла. Она исполняла военные контракты, заказы всем воюющим сторонам. То есть по факту окончания Первой мировой войны в Америку хлынула масса золота и денег. Вот, и поэтому там накачка была будь здоров, только она накачка была перед тем, как разразился мировой финансовый кризис. Оттуда же пошло выражение «ревущие 20-е», и в конечном счете это привело к тому, что очень быстро развивалась экономика, произошел перекос, возникли новые технологии, которые освободили много рабочих мест, люди оказались невостребованы, и все это привело к биржевому краху. Вот. Ну, еще как бы сообщается, что на тот момент фондовый рынок, он типа был очень завязан с реальным сектором, который предоставлял людям рабочие места и производил реально какие-то вещи. Вот. Но дело в том, что сейчас, может быть, он в меньшей степени завязан на какие-то компании, производящие реальную продукцию. Но сейчас проблема заключается еще и в том, что многие люди, они завязаны, их пенсионные накопления и так далее, на фондовом рынке. Вот, да, тогда как раз в 20-е годы пошла активно массовая игра и спекуляции на фондовом рынке, потому что до 20-х годов фондовая биржа это был удел богатых. То есть именно в 20-е годы вот все это дело получило распространение, и простые смертные, они получили доступ к спекуляциям. Вот. Но это опять же было на фоне того, что росла денежная масса, росло благосостояние, и надо было как-то систему развивать. Вот. И поэтому здесь ревущие 20-е и ревущие нулевые десятые, они во многом очень похожи друг на друга. Вот. Но с учетом как бы поправки на временной лаг, изменения технологического уклада, но по сути мы подошли к такой же демаркационной черте, которая была в 29-32 году. Вот. Вопрос только в том, как эта ситуация сейчас будет разрешаться. Понятное дело, что
Напечатанные деньги – это только временное исправление последствий. То есть, да, на какое-то время крах-обвал был отсрочен, который уже в 2019 году, когда началось падение мировой торговли, он уже был на носу. Но пока не будет структурных изменений и сдвигов, не пойдет реального восстановления. Ну а текущие трекеры восстановления американской и мировой экономики, они не показывают, что экономика восстановилась. Происходит рост безработицы, ну то есть как бы количество новых заявок оно снижается, но безработица она не приходит в норму. Ожидания по экономике и ее восстановлению не вышли на докризисные уровни даже и близко. Производство бензина упало. Ну, немножко выросла продажа, розничная продажа, но это связано с осенним периодом, когда люди начали закупаться, покупать, ну, грубо говоря, детям форму, какую-то одежду покупать в связи с тем, что осень, зима и так далее и тому подобное. Ну, это в Европе, в Соединенных Штатах. Вот. Авиаперевозки так и не восстановились, как упали. Выросла продажа домов, но вот эта статистика, она по Америке. Вот эта продажа домов, которая выросла, она выросла в ущерб торговой и офисной недвижимости, которая простаивает и в ближайшее время по большей части будет не нужна. Так что здесь ситуация двоякая, и как раз вот этот рост показателей это является критерием того, что идет активная смена технологического уклада. Но для того, чтобы вот эта смена произошла, нужно, я считаю, восстановление вот этого параметра, потому что это критерий того, как люди свободно перемещаются по миру. То есть вот этот показатель должен восстановиться и вот этот. Касательно бензина и розничных продаж, здесь, мне кажется, немножко эти данные, они могут, ну, не в полной степени отражать восстановление мировой экономики и иметь сезонную направленность. Так, ну и давайте наши новости пробежимся. Минэкономразвития ожидает восстановления во втором полугодии 2021 года. Я думаю, и близко этого не будет, потому что даже Европа и Соединенные Штаты, они видят восстановление экономики в 2022 году. Ну, в конце 2021, в 2022 при неблагоприятных раскладах. Россия поставляет сырье, неприбавочную стоимость, и такие страны, они восстанавливаются дольше, нежели тех стран, которые являются локомотивами. Подтверждение непростой ситуации – это падение грузооборота в Новороссийском морском порту. Видите, вот снижение происходит очень большое. Но там, понятное дело, за счет нефти продажи, но и других грузов тоже. Так, давайте посмотрим позиции на Форце и ММВБ. По РТС ставка на то, что фьючерс РТС будет снижаться. А вот по Сбербанку, наоборот, делают ставку на то, что он отскочит и сегодня порастет. Так, по Газпрому ставка на то, что Газпром будет проседать. По ГМК непонятно, боковик. Так, доллар, российский рубль. Но здесь, как ни парадоксально, ставка на то, что рубль будет укрепляться к доллару. Вот. Здесь просто надо еще помнить, что завтра аукцион ОФЗ. И вполне возможно, что перед аукционом ОФЗ ну, либо будут поддерживать курс, либо вообще как бы укреплять рубль. Евро-рубль. А здесь ставка на рост евро против рубля. Но мне кажется, тут особого движения такого сильного не будет. Скорее, в большей степени, наверное, боковик. Евро-доллар. А вот здесь делают ставку на то, что евро к доллару отскочит и порастет. Так, по нефти ставка на то, что нефть, скорее всего, будет в боковике, но может быть ожидают, что она будет продолжать снижаться. Логично все-таки 39,62 сходить по бренду. Серебро. Здесь ставка на отскок и рост. Причем достаточно такая ощутимая. Золото. Здесь тоже делают ставку на то, что золото порастет. Ну и природный газ тоже ставка на рост природного газа. Так, друзья, ну вот ВИКС вчера выше 30-ки закрылся. То есть это не очень хороший знак. До 35 он, конечно, не дошел. Вот, но вот эта вот сопля, которая вылезла, она говорит о том, что все-таки рынки могут сложиться до американских выборов. Но если не сложиться, то достаточно хорошо еще скорректироваться. Так, ну вот SFD на американский фьючерс S&P 500. Вот диапазон этот пробит, волшебный. Вот, и поэтому либо сегодня будет оперативное заползание выше значения 3420,
Или если этого не произойдет, то мы рискуем в ближайшие дни сходить вот сюда. Так, друзья, далее по поводу Китая. Но китайский индекс сегодня консолидируется. Он не продолжил падение, но возможно это связано с тем, что съезд КПК, там встреча у них очередная была, завершилась, по-моему, не съезд, а какой-то пленум или собрание, на котором они концепцию пересматривали. Вот. Может быть просто потому, что откупили. Но в любом случае эта ситуация, она позитивна, потому что он не пошел к нижней границе. Вот. Соответственно, если он продолжает оставаться здесь, то вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим движение к верхней крышечке на 4840. Вот. Такая ситуация, это позитив, ну и для мировых финансовых рынков, и для российского чермета, Северстали, ММК и НЛМК, поскольку они с Китаем очень прочно взаимозавязаны. Но это не значит, что они там поставляют сталь в Китай, хотя они поставляют. Вот. Дело в том, что Китай это крупнейший потребитель стали, и, соответственно, он индикатор того, что будет проходить с черной металлургией. Так, далее RGBI, дневной таймфрейм, индекс российских ОФЗ. Он держит его, видите, в диапазоне держит, ему не дают падать, но вот по этому движению можно сделать вывод, что как бы искусственно он удерживается в этом диапазоне. Но смотрите, вот до этого вообще подобных движений не было. То есть здесь прямо его зажали в клешни и ни шагу назад. Так, далее индекс доллара, но он зажат в диапазоне 93-92,5. Вот, соответственно, рост вчера не пошел, это good, потому как вчера мы поросли, отбились от вот этой верхней границы 93,1. Соответственно, снижение индекса доллара это позитив для рынков, и это говорит о том, что рынки сегодня, скорее всего, будут отскакивать. Так, далее нефть, но смотрите, закрылись, конечно, мы чуть ниже вот этого сильного уровня 40.83, но сегодня, судя по всему, от него пошел отскок. Если этот отскок сегодня завершится, то есть мы уходим хотя бы на 42 или остаемся на текущих значениях, но не уходим под него, это позитивный знак, который будет говорить о том, что, скорее всего, в ближайшее время мы отскочим и на 42.55. Конечно, здесь не нужно испытывать иллюзий, то есть на нефть в связи со второй волной спрос падает, и так или иначе после отскока движение вниз, скорее всего, продолжится. Но здесь также надо иметь в виду, что вот этот диапазон 38,6-39,62, вот то, что ниже этого диапазона, это дополнительное давление на американскую нефтянку. И, наверное, они как-то этот момент будут избегать, либо не дадут надолго просесть, либо вообще не допустят в принципе такого снижения какими-то манипулятивными методами. Речь идет про цену нефти Brent, но WTI она взаимозавязана с Брентом. Так, друзья, далее золото. Золото у нас сегодня подошло к вот этой цели. И вопрос сейчас с утра будет: поднимется на 1912 и закрепится здесь, или пойдет корректирующий откат, цель которого будет 1905-1906, вот сюда вот. Соответственно, если откат продолжается и будет пробой 1902-1901, тогда вот вся эта волна, которая пошла на рост, она будет смыта, и золото уйдет либо консолидироваться в район 1900, либо пойдет цикл движения на 1882-1870. Пока здесь, наверное, в большей степени будет набор позиций и попытка роста и закрепления вот в этом диапазоне. Я думаю, с утра мы это будем наблюдать. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но здесь вот мы подошли к некой границе, в которую уперлись 76. Дальше ему пока ходу не дали укрепляться. Вот. Но, как вы видели, индекс RGBI, когда его там искусственно держат в зажатом диапазоне, здесь, в принципе, при таких условиях вполне его могут двинуть и на 75. Так, ну исходя из часового таймфрейма, что я хотел сказать. Вот смотрите, у нас с утра, если будет пробой вниз диапазона 76,3-76,2, то, соответственно, мы сразу идем на 76. Вот, на 76, далее здесь либо отбой и возврат вот в эту
область консолидационную и движение в рамках нее 76.55, 76.2. Или же если здесь происходит пробой, то движение на 75.5 и потом 75.15. Вот. Но исходя из цен на нефть, я думаю, такое движение сейчас маловероятно. Тем более здесь разворотная формация, и как минимум здесь либо проторговка вот в этом диапазоне, либо даже попытка отскока. Вот 77, 77 и 1 прям напрашивается отсюда движение вот сюда вот наверх. В идеале 77.35. Вот. Но в силу того, что нефть все-таки она начала разворачиваться и отскакивать в рамках вот этой небольшой проторговки сформированной, и поскольку завтра размещение ОФЗ, то, наверное, здесь будет либо сегодня у нас консолидация, либо может быть коротенький отскок и потом попытка пробить 76 и сходить хотя бы на 75,5. Но если вам нужно принять решение по поводу доллар или рубль на какой-то среднесрочный период, вы можете посмотреть график RGBI, который мы сейчас с вами смотрели. Вот. Пока он зажат в тиски, его, значит, искусственно сдерживают. И, соответственно, пока он находится в тисках, доллар будет либо ослабляться к рублю, либо находиться вот в этом диапазоне. Как только RGBI начнет проседать, это будет означать, что вот эти клешни ослабили, и, соответственно, тут уже возможны варианты. Так, друзья, юристы делают ставку на укрепление евро к рублю. Соответственно, здесь у нас какая получается ситуация. Вот, ну, по сути, здесь было бы, конечно, логично с утра сходить на 90,55 или даже на 90,75, вот сюда вот. Вот. Но на самом деле сейчас я не думаю, что его выше вот этого диапазончика выпустят. То есть, скорее всего, действительно движение наверх будет сюда либо сюда. Вот. Но это движение не состоится, если пойдет с утра на открытие откат и пробой 90. Вот если это будет, то развернется эпопея с движением на 89,5, скорее всего. Вот. Пока я думаю, здесь все-таки, скорее всего, будет какое-то движение наверх, сюда или сюда. Вот. Но там уже по факту посмотрим, как будут развиваться события. Все, друзья, спасибо за внимание.